Для горохового супа, вот у меня горох уже разварился наполовину, вот я его остывать поставила. Его не остывать, а как его, отходила же на Волгу, девочки. Вот он такой. Я цельный горох всегда готовлю, девчонки, если что. Вот. Он уже сварился до полуготовности. Такие ингредиенты, как перец болгарский, красный, вот немножко у меня зеленого есть, морковь, лук, рулька свиная копченая, дадим удар по печени, полкило, грудинка восточная, вот такая жирная, сочная, смачная. Здесь у нас 336 грамм. Вот. Естественно, это я все класть не буду, потому что на коле я оставлю на бутерброды. Это очень слишком много. Я положу всю рульку, потому что она попаснее. И где-то на бутерброды я ему оставлю вот так вот, вот этот левый кусочек. Вот это пущу. Что, я не буду сам процесс показывать. Порежу. Немножко в сковороде растоплю. Положу туда лук полукольцами. Потом положу туда морковь на крупной терке. Перец. Сначала я обжарю немножко лук, 1-2 минуты, потом закладываю морковь, 1-2 минуты, потом я кладу перец, минуты 3-4, да, под крышкой на слабом огне это все сбалансирую. И помидору. Все, с помидора дала сачок, там минут 15 под крышкой все на слабом огне у меня покипело. Сейчас у меня закипит горох. Уже в кипящую воду на слабом огне. У меня подготовленная картошка. Коля начистила. Значит, вот одну картошину положу. Ну, покрупнее, наверное, положу. Наполовину разрежу. Потом я ее достану. Размельчу ложкой просто, да. И опять назад заложу. Я не люблю там кусками, чтобы это плавала картошка. Все, картошка, она сейчас сварится вместе с горохом. Ну, сейчас горох уже практически готовый. Как картошка сварится, я добавляю все вот эти ингредиенты со сковороды туда. У меня есть вегета. Вегету я только использую всегда в гороховом супе. Только в гороховом супе. Вегету я больше нигде не использую. Вегете уже года 3. Гороховый суп мы готовим редко. Вот. Когда вот эти все ингредиенты я положу, я добавлю... Я не солила. Соли у меня нет совершенно там. Я добавлю 1 ложку полную с бугром вегеты. Все, девочки. Там и соль, там и все. Все вкусовые качества. Все, девчонки, больше я ничего не делаю. Ну, и получается очень-очень вкусный суп. Вы скажете, вредно копчености? Да, вредно. Этот суп я готовлю 1-2 раза в год. Все. Съесть 1-2 раза в год мы не едим копчености постоянно. Мы их практически вообще не едим. Вот. И то с этой кастрюли я, может быть, съем тарелку, а может 2 тарелочки, да, пол порции супа. Все будет у меня кушать Коля, потому что я уезжаю. А для мужчины это необходимо. Ну, вот как-то так, девчоночки. Грудинка у меня копченая растапливается, девочки. Суп у меня кипит. Я уже заложила туда картошину, пополам разрезала. И косточку от грудинки, ребрышко. И от рульки косточку заложила. Чтобы все прям, я нарезала, значит, грудинку, чтобы насыщенно было копченостями, очень вкусно. И на слабом огне. Это я отлила немножко водичку, потому что она выкипит, потом добавлю. Вот у меня порезанная рулька. Это в самом конце я положу уже. И лучок сейчас добавлю я в сковородочку. Ой, лучок я добавила. Помешаю. И добавлю морковку. И закрою всю крышечку. Жарится, парится моя, значит, копченая грудинка. Морковку уже, видите, мягкой стала лучок. И добавляю перчик. Все немного. Овощей я немного всегда кладу. Но не так, чтобы прям бух-бух, чтобы ложка стояла. Перец, томаты добавила, девочки. И все под крышкой. Минут 15 сейчас, чтобы растаяли все томаты, дал сок. И все это у меня на слабом огне, девочки, будет тушиться. Бульон вот кипит на слабом огне. Кое-как томится. Суп, имею в виду. Не бульон, суп. Вот. Не люблю, когда все бурлит и превращается в кашу-малашу.
Я все готовлю всегда по технологии. Меня как бы мама к этому учила, потому что у меня мама училась на повара. Вот. Не должно ничего бурлеть, кипеть. Вот так вот. Видите, томится. Просто томится. По чуть-чуть кипит. И это тоже тушится. Все. Красотулечки. Ну все, прошло тут 5 минут, пока я сполоснула посуду. У меня томат растаял, как видите, дал сок. Я закладываю рульку порезанную, чтобы все размягчилось. И все, накрываю крышечкой еще, ну, на минут, пускай, вот видите, кое-как тут на троечке стоит, томится, супчик томится, варится потихонечку. Все, это будет тушиться у меня минут 15. И потом я положу все в кастрюльку. Вот, девочки, посмотрите, все протушилось. Сальце растаяло, да? Овощи дали сок. Вы посмотрите, все сочно и мощно. Видите? Какой сачок, девочки, копчености. Вот это тут и грудинка копченая, и рулька, и перчик, и морковка, и лук, и красный, и розовый, и зеленый перчик, и помидорка. Вот посмотрите, это сочно и мощно. Вот, смотрите, все. Тут разварилось, горох разварился, вот такой вот он. Видите, да? Вот здесь плавает косточка. Но она не до конца получилась ее срезать. Тут очень много мяса. Колечки сегодня дам, придет с работы. Погрызет мяско. Вон, видите? Косточка. Ребрышко. Он такой не жидкий, не густой, девочки, получается. Тут где-то 800 грамм гороха на 5 литров. Вот картошка. Я ее достала. Вот так вот ее сейчас делаю. Она вся разварилась. Обычно, если я поменьше гороха кладу, то я кладу побольше картошки. Ну, штуки 2, например. Да, вот так вот. И пополам разрежу, и она варится. Потом выкладываю и толкучкой для пюре делаю, девочки, расталкиваю. Тут одна картошина. Что я буду пачкать эту как его, толкучку для пюре? Все, девочки, я ее вот так сделала, да? Немножечко картошечку люблю я в гороховом супе чуть-чуть. Сейчас я закладу этот. Одной рукой неудобно, в бульон. Заложила все. Смотрите, девочки. И картошечку, и все вот эти овощи, все ингредиенты. Посмотрите, какой красивый. Вот это вот останется, я его выплесну. Лишнего. Посмотрите, девчонки. Он не жидкий и не густой. Но немножко он настоится, я его уберу с горячего огня. Сейчас он у меня закипит. Покипит, сейчас еще вегету доложу. Покипит минут 5 с вегетой. И я его просто поставлю, ну, на холодную уже плиту, чтобы слишком не распарился горох. Чтобы, ну, он не распарится, так он и будет такой вот. Посмотрите, какой красавец. Очень, девочки, вкусный. Очень. Просто божественный. Да, когда еще жарила, тушила овощи, я немножко положила адыгейской соли. Говорила я нет. Ну, прям вот чуть-чуть посыпала так, знаете, чуть-чуть. Вот, девочки, у меня, значит, вегета. Вот столько, на 5 литров. Это вообще вполне нормально, потому что там ничего не солено. Но ну, там как бы само по себе мясо уже готовое, да, солено-копченое. Вот этого самый раз будет, девочки. И закладываю. Все закипело, я опять убавила огонь. Это сейчас хорошо все растворится, ну, буквально минут 5. Сейчас зеленушечки положу еще. Ой, девчонки. Очень вкусно. Очень. Готовьте, рекомендую своим мужчинам. Суп для мужчин, для настоящих мужчин суп, девочки. Ну и девчонкам, конечно, со здоровым организмом, как у меня, например. В кавычках. Тоже ничего пойдет. Закипел. Все убавила. Зеленушечку положила, девочки. Видите, тут и петрушечка, и укроп. Но немножко подсохло, но лежала в холодильнике нарезанная. Ничего страшного. Сейчас расправить все свои вкусовые качества. Как говорится, все это у нас поженится, девочки. Девчонки, объединение. Приглашаю всех. Приезжайте ко мне в гости.
Я вам вот приготовлю по своему рецепту, по рецепту Багиры такой суп, девочки. Рецепт от Багиры для настоящих мужчин. Ой, девчонки. Такая вкуснятина, это вообще. Суп садится. Все, девочки, практически он готовый. Вот так вот. Все размешаю, чтобы расправил все свои вкусовые качества. Посмотрите, какой насыщенный, какой, девочки, вкусный, сочный, мощный. Вы представляете? Сочный, девочки, и мощный. Вы даже не можете себе это представить. О, красота. Красавец! А запах какой? Ой. Я кушать пока не хочу, я же сытенькая. Я буду кушать, я не знаю во сколько. О, девчонки. Вообще. Сочно и мощно, девочки. Сейчас я не буду ждать, когда он закиснет. Он, короче, постоит где-то час-полтора. Потом я в холодную воду поставлю, как вы меня там уже научили. Вот, в таз с холодной водой в ванной, да. А потом в холодильник. А то правда, блядь, в этой жаре еще только не хватало супу прокиснуть, как борщу. Вот. Девочки, сочно и мощно. Посмотрите, какой. Ну, гляньте, ну, напишите мне в комментариях. Вы чувствуете вкус, а запах? Я еще тесто не ставила, девчонки. Время 10 часов. Видите, буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Все тут поженилось. Все ингредиенты. Ингредиенты, девочки. Сейчас я вас буду загружать. Сейчас, короче, ролик этот склею. И загружу, девочки. К обеду, наверное, загрузится. Тесто буду ставить, девчонки. Ой, ой, девочки. Я не могу передать словами. А колечко вот это будет кушать. Вот это, вкусняшку. Кто-то звонит. Не знаю, кто звонил. Пришлось прервать. Сейчас буду склеивать частями, девочки, ролик. Я вообще не знаю. Сейчас я переставлю, короче, кастрюлю. Вот. Суп готовый, девочки. Сейчас я буду приступать. Медленно, ну верно. Готовки. Ой, тесто поставлю. Время. Я рано ставлю тесто. Я в это время никогда не ставила тесто. Меня вот эта Волга сегодня с панталыги сбила. Понимаете? Все вот с панталыги сбила. Все вот всегда вот делаю равномерно. Утром встаю, с утра ставлю тесто и все такое, да? Тоже время потрачено. Ну, творог испортится. Ну, поставлю сейчас днем тесто, ну, испеку днем ватрушку. Ну, что теперь, девочки, делать? Еще картошку надо пожарить, пока картошка не закисла в воде стоит. Ну, сначала в первую очередь поставлю тесто, девочки. Вот. Картошку пожарю на сале с вином. Грудинка свиная, свежая у меня. Тает там в холодильнике с ночи, с вчерашней ночи достала, с вечера. Вот. Суп сварила, картошку нажарю. Рыбу еще осталось лещ у нас, готовый в духовке. Сделаю салат с огурцами, со свежими помидорами. Вот и у меня готовый будет ужин. Первый, второй и третий. Еще компот. Плюс компот. С красным смородиной сварю. И этот из крыжовника. Опять кто-то звонит. Заебали, блядь. Звонят уже. Эта женщина звонит уже по второму кругу. Да, нужна ей сиделка. Вот именно по такому расписанию уже второй раз уже звонит. Второй день подряд, да. Что вот ей надо для мамы, короче, сиделка, чтобы приходила каждый день на 2 часа, а в субботу-воскресенье, короче, на утро и вечер. Сейчас кто в сезон, да, в летний сезон так будет работать? Никто. У всех свои дела. За копейки. Забодал уже своими звонками. Вот, да, хотелось бы обратиться к Ане. Вы явно что-то не поняли, Анюта. Вы пишете «отстаньте от девчонки».
Заметьте, вы немножко себя слышите, что вы мне говорите, пишете? Отстаньте от девчонки. Во-первых, я к этой девчонке не приставала. Это во-первых. Во-вторых, я еще раз, я специально для вас разжевываю. Во-вторых, я мать парня, с которым она живет. Это во-вторых. В-третьих, если она живет с моим сыном, значит, она уже наш член семьи. Это я вот вам пережевываю, да? И я не приставала, я говорю свое личное мнение, мнение матери своего сына. И отношение ее ко мне. Я понятно разжевала? Я надеюсь, вы меня поняли. Потому что мне порядком надоели уже эти комментарии дебильные. Вы просто, прежде чем что-то написать, вы уже второй круг тоже делаете. Вы уже второй раз мне пишете «отстаньте». Я не приставала. Я же не пристаю, я не звоню. Приставать это знаете как? Это надоедать звонками. Это нужно ездить к ним, да, навещать их. Я этого не делаю. Я рассуждаю на своем канале. И она меня смотрит и слышит. Вот так. Я ничего против нее не имею. Просто высказывая свои мнения о происходящем. Как-то так. Все, короче, я вас загружаю. С вами была я, как всегда, Багира на канале Дневник Багира. Может, в грубоватом тоне сказала, но что заслужили, то и получили. По-другому я не умею. Я лояльно ко всем к вам отношусь, очень слишком хорошо. А то слишком булки расслабите все. Вот. Чтобы думали, что пишете. У меня готовы же документы на квартиру. Мне звонили с МФ-центра. Мне предложили уже приехать забрать документы полностью. Я теперь хозяйка полностью своей квартиры. Нет никакой доли, которую я делала, когда сын у меня был в армии. Делала долевые в приватизации. Сын мне ее подарил. Вот. Через нотариус мы все оформляли. Сейчас все уже у регистре зарегистрировали. Теперь мне получить документы, сходить в ЖКХ, потому что я разделяла лицевые счета. Сейчас сделать один счет, подать документы, они возьмут ксерокопии, заявление. Сделаю единый лицевой счет. И все, девочки. И все будет в порядке. Владка говорит: мам, ты будешь продавать квартиру, что ли? Я говорю: ну ты обалдел, сынок. Куда я ее буду продавать? Ну что я ее продам? Вот я ее продам, да? Ну стоит эта квартира у нас по госцене, она оценивается 1 000 000 рублей, девочки. Вот. Что я могу купить на эти деньги в другом месте? Если уехать в город, такая квартира в городе, да, в большом городе, Чебоксарах, там она будет около 3 миллионов может стоить. Давно в Чебоксарске 2 миллиона будет стоить такая квартира, вы понимаете? То, что мы живем в маленьком городке, она и соответствующе дешевле. Я говорю: как я ее могу продать? Куда я пойду? У тебя же, говорит, есть одна. Ты ту продашь и эту продашь. Ну хорошо, я ту продам. 1700-800, да? И уже мы взяли в кредит 700 тысяч, да? 700. Вложили уже туда. Сколько мы вложили? 50. Ну, где-то 120-130 тысяч, может, туда вложили. 830, да? За 830 я уже ту квартиру не продам, девочки. Однокомнатную. Понимаете, да? Это вложила, не вложила, ее никто все равно у нас... Ну, даже если продам, блядь, все равно надо еще вкладывать там. Там нужно доделать пол, поклейка, двери. Она же без дверей. Там только на двери, блядь, я не знаю, 1070-80 уйдет. Она мне обойдется, вот та квартира, да, новая. Грубо говоря, вот сейчас все доделаю, минимум она мне обойдется, да, вместе с ипотекой, где-то 1 000 000 – 1 100 000. За такую цену я не продам ту квартиру.
У нас в Марпасаде не купят. В городе, в Новочебоксарске, или в Чебоксарах, ее бы взяли бы за 1,5 ляма. Даже за 1,800 я могла бы ее продать. Но это город. Вот. Здесь за такую цену не купят. 1700. Зачем я себе буду наносить убытки? Я говорю, Влад, ты что, обалделся, что ли? Зачем мне наносить? Эту я продам тоже за 1 миллион, за 900 тысяч. Что я продам за 800? Что я куплю? Однокомнатную квартиру, которая будет требовать, опять же, вложений и требовать капитального ремонта. Туда еще надо будет 1,5 ляма вложить. Я что, совсем, что ли, с головой не дружу? Тем более мне нужно будет продать, погасить ипотеку, да, сколько, около, ну, там, грубо говоря, там уже не 700, поменьше, да? 650 пускай, да? Погасить ипотеку. И что мне с этих денег останется? Ну, останется, например, лям. Что я могу купить за лям вообще? Мне даже, опять же, брать ипотеку. Я буду в ипотеке, еще плюс в ремонте. Зачем мне это надо? Меня полностью устраивает, что у нас здесь квартира двухкомнатная. У меня хорошая квартира. Она мне досталась, эта квартира, бесплатно, как погорельцу, как бомжу. Понимаете, я эту квартиру еще не просто так, блядь, получила. Я ее добивалась. Я вам как-нибудь расскажу, как я квартиру эту добилась. Я прошла там целый калаак, блядь. Я там прошла ад, чтобы ее добиться. Вы просто так думаете, эта квартира мне хуякса с неба пизданулась, да? Нет, дорогие мои. Я 5 лет была прописана на попелище. Я была бомжом, блядь. И сколько на очереди стояли мы? 20 лет стояли на очереди. Эту квартиру. Меньше чуть-чуть. Вот. Это мой дом, это мой очаг. Я сама все сделала в этой квартире. Все, что в этой квартире есть, это все сделано нашими руками. Вот. Нашими вложениями. Она для меня бесценна. Продавать я ее не собираюсь. Я только могу в нее еще вложить и сделать хороший косметический ремонт. Потому что я в этом заинтересована. Потому что это мое жилье. Самое мое любимое. Это моя кровинушка, вы понимаете? Та квартира, то, что купила, она квартира так. Она, ну, не лежит мне там душа. Купила и купила, пускай будет. Лишним не бывает. Пригодится на что-нибудь. Вот. Когда сделаю ремонт. Что-нибудь придумаю я там. Пускай лучше будет лишнее, чем, блядь, что вообще ничего не будет. У меня вообще ничего не было. Я с ребенком осталась. Ему было 4 года, мне 22 года. Я с ребенком осталась на улице. У нас все сгорело. На улице осталась. И с мамой. Вот. Вот так, девочки. И не упала в грязь лицом. И не спилась, и не скурвилась. С возрастом я стала лучше выглядеть. Я стала мудрее, умнее. Вот. И как бы, слава богу, при жилье и при белье. Пускай далеко не богатая, но и не бомж. Не спившаяся какая-то алкашка там, валявшаяся под забором. Понимаете, да, о чем я? Вот так вот. Потому что я Багира. И все, и это не обсуждается. Да, я где-то грубоватая. Меня жизнь такой сделала. Я где-то очень мягкая. Как со мной, так и я с ними. Как аукнется, так и откликнется. Вот. Мне все это давалось нелегко. В легкости, да. Мне с неба никто ничего не падало, и никто мне ничего не оставлял. Все, что у меня есть, я все добилась сама, я все заработала. Мне никто ничего не покупал. Это все мои труды. Это вся моя жизнь вложена здесь. А кому будет принадлежать моя недвижимость, об этом я буду думать уже, когда я буду в слишком взрослом возрасте.
Вот. А сейчас я об этом думать не хочу. Это недвижимость моя. Вот и все. Недвижимость у меня та, которую купили сыну, тоже моя. Недвижимость моя здесь, которую мы купили квартиру в этом году, тоже моя. И вот эта недвижимость моя. И как я буду распоряжаться со своей недвижимостью, это только мне решать. Вот и все. Вот как-то так, девочки. И я не хвастаюсь, это на самом деле так. Чем мне хвастаться? Я говорю, как есть, я говорю факты. У меня канал основан на фактах, на реальных событиях. Еще раз повторяюсь. Короче, все, девчонки. Всем хорошего, отличного дня. Буду вас загружать. Слишком много болтаю. Сама от своей болтовни устала уже. Пойду перекурю. Короче, пасу, как говорится, оттолью. Ну и сейчас буду, короче, мутить тесто. Поставлю опару на живых дрожжах. И буду заниматься вторым блюдом. Батруханом. Никуда сегодня не пойду. Документы буду получать завтра. В ЖКХ пойду. Завтра. Об этом подумаю завтра. И завтра буду получать загранпаспорт. Вот. И за сумкой пойду вечером завтра. Потому что она мне сумку даже, блядь, не изготовила. Она даже, блядь, она сказала на той неделе прийти в четверг за сумкой. Я не пошла. Да сегодня уже вторник. Следующая неделя. Я прихожу, она мне даже мои ручки не подшила. А, кстати, я уже за свою сумку уже проплатила наперед 350 рублей за ее работу. 4 ручки, чтобы она мне прошила. Деньги она уже взяла и потратила. Вообще, мне это крайне неприятно. Я говорю, вот мне, я ей сказала до этого, да, мне нужно будет уезжать 11-го. 11-го. Вот, я ей сказала. Сейчас я позже уезжаю на несколько дней, да? Вот. Я говорю, сегодня я пришла. Я же вас предупредила, говорю, что я уезжаю. Приди завтра, может, послезавтра. А я говорю, а если бы я уезжала? Ладно, у меня, говорю, планы поменялись. А если бы у меня, блядь, был бы купленный билет на сегодня, и у нее сумка не готова? Вот представляете? Я вообще в шоке, нахуй, от этой наглости, блядь. Это просто, сука, беспредел. Деньги, сука, взяла, да, блядь, сумка не готова. Падла вонючая, старая манда, блядь. Как, сука, не ругаться с такими людьми, блядь? Потому что такие пидорасы меня окружают, блядь, вокруг. Потому что всегда у меня идет война с такими. Вот так. Больше я к ней не понесу ничего подшивать, не зашивать. Она мне нахуй не нужна, эта швея, блядь. У меня в Новочебоксарске есть хорошая швея. Я лучше туда поеду, ей отдам. Вот так. Я люблю дисциплину во всем. Я сама по себе такая дисциплинированная. Опять эмоции. Да, опять эмоции. Короче, все. Всем хорошего дня, отличного настроения. Спасибо за просмотр и за лайки тоже. С вами была я, Багира, на канале Дневник Багира.